Приветствую всех на канале Реальный Харьков. И в этом видео пойдет речь про город Купянск Харьковской области, где когда-то бурлила жизнь, а сегодня город почти разрушен. Его улицы похожи на руины и на паутину из-за массированного применения FPV-дронов на оптоволокне. Несмотря на почти критическую ситуацию, в городе до сих пор остаются гражданские, работают некоторые продуктовые магазины и аптека, а также дома с определенными ограничениями, но подаются вода, газ и свет. Купянск – город на Слобожанщине, который издавна славился как торговый центр. Его название по одной из версий происходит от слова «купец». Действительно, еще в древности река Оскол была полноводной и судоходной. Купцы, путешествуя по течению, останавливались здесь, чтобы отдохнуть и поторговать. По другой версии, название города связано с многочисленными торфяными холмиками – купинами, покрывавшими местную территорию. Отсюда и название реки Купянг. Город возник в середине 17 века, когда Слободская Украина заселялась выходцами из правобережья, которые спасались от притеснений Речи Посполитой. Согласно документам, Слобода была заселена в 1655 году, а уже в 1662 году здесь возводят первую деревянную церковь, Покровскую, что свидетельствует о большом количестве жителей. Хотя в Википедии есть информация, что дата основания Купянска 1675 год. Как бы оно ни было, но в 1679 году Купянск стал частью Изюмской оборонительной линии, а на Меловой горе для защиты поселения от крымско-татарских набегов была построена небольшая крепость, впоследствии расширенная и вошедшая в состав Изюмской черты и Изюмского слободского полка. В 1685 году поселение впервые упоминается как город Купецкий. Горожане занимались земледелием, ремеслами и торговлей. Уменьшением татарской угрозы в 1730-х годах активизировалась экономическая жизнь. Начали развиваться мельничество, изготовление дегтя, свечей, сукна, холста, гончарства. В 1732 году в городе проживало около 1500 человек. После ликвидации казацкого строя Купянск стал уездным центром Воронежского наместничества, а с 1797 года – Слободско-Украинской, а позже Харьковской губернии. Впрочем, XIX век ознаменовался спадом. Уменьшение численности населения с 4703 человек до 2710. Ограниченное развитие торговли и ремесел. Торговали преимущественно в небольших лавках. Город имел базарную площадь возле Николаевской церкви. Новый каменный храм построен в 1852 году. С площади поднимались две главные улицы – Дворянская и Белгородская, выложенные брусчаткой и освещенные. Улицы носили названия в честь жителей: Калантаевская, Загреблянская, Домалеевская, Сизовская и так далее. В 1807 году было открыто первое образовательное училище. В 1819 – духовное училище. В 1872 – женская гимназия. Купянское земство содержало десятки школ. Промышленность развивалась постепенно. Действовали маслодельный, кирпичный, свечесальные заводы. Появление железной дороги в 1895 году дало новый толчок – создание узла Купянск-узловой, пивоваренного, известкового, силикатного заводов, развитие ремесел. В начале 20 века население города превысило 6800 человек. Во время революции 1905-1907 годов жители Купянска участвовали в Октябрьской политической стачке. В декабре 1917 года в Купянске была установлена советская власть.
ходе гражданской войны власть несколько раз менялась. С января по апрель 1918 года входил в Донецко-Криворожскую республику. В апреле 1918 года был оккупирован немецкими войсками и был включен в состав украинской державы гетмана Скоропадского. В 1920 году город оккупировали большевики. В 1930-е годы появились важные промышленные объекты: сахарный комбинат, швейная фабрика, машиностроительный завод и мясокомбинат. Купянск постепенно превращался в промышленный центр. В ходе Второй мировой войны правительство УССР эвакуировалось из Киева в Харьков, а затем и в Купянск. Во многих архивах именно поэтому Купянск считается третьей столицей Украины. В этот период Купянск наряду с Харьковом временно исполнял роль административного центра Харьковской области. Термин «третья столица» был неофициальным и отражал временное положение города в условиях войны. Фактически Купянск был административным центром Харьковской области. В периоды с 25 октября 1941 года по 24 июня 1942 года, с 4 по 17 февраля 1943 года и с 16 марта по 23 августа 1943 года. После освобождения Харькова правительство УССР вернулось в Харьков, а затем и в Киев. Купянск же продолжал оставаться важным населенным пунктом, но уже в мирном контексте. Сам же Купянск, вернее его Нагорная часть города, была оккупирована немецкими войсками 24 июня 1942 года, а 2-3 февраля 1943 года освобождена от немецких войск. Послевоенный период в Купянске было отстроено около 34 тысяч квадратных метров жилого фонда. Проведены значительные работы по благоустройству и озеленению города. В 1953 году здесь действовали кирпично-черепичный завод, силикатный завод, сахарный завод, маслодельный завод, сельхозтехникум, училище, зооветеринарная школа, 2 средние школы рабочей молодежи, 5 средних школ, дом культуры, 3 кинотеатра, 35 библиотек, 8 клубов и стадион. В 1966 году население города составляло 37 266 человек. Здесь даже действовал гражданский аэропорт. А уже в 1971 году численность населения составляла 35 тысяч человек. Если перечислять практически всю промышленность, которая здесь действовала в 1970-х годах и позднее, то это машиностроительный завод, завод хозяйственных изделий, домостроительный комбинат, завод железобетонных конструкций, мебельный цех Чугуевской мебельной фабрики, швейная фабрика, завод мясокостной муки, молочно-консервный комбинат, сахарный комбинат, пивоваренный завод, пищевкусовая фабрика, предприятие по обслуживанию железнодорожного транспорта, райсельхозтехника. А еще автотранспортный техникум, медицинское училище, 3 ПТУ, 13 общеобразовательных школ, музыкальная школа, спортивная школа, 3 больницы, дом культуры, 3 клуба, кинотеатр, 22 библиотеки, историко-краеведческий музей. В советские времена Купянск действительно был богатеньким городом, благодаря железной дороге. Развивался город именно благодаря появлению железнодорожной станции Купянск-Узловая. После провозглашения независимости Украины здесь был оборудован железнодорожный таможенный пост Купянск Харьковской таможни, который находился в зоне ответственности Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Кстати, осенью 2003 года Купянское хлебоприемное предприятие было признано банкротом и ликвидировано. Работал в Купянске и знаменитый литейный завод,
который был построен в эпоху бурного экономического роста в конце 1960-х, начале 1970-х годов. Завод создавался как филиал Харьковского завода «Серп и молот» для обеспечения возрастающих потребностей в многосерийном выпуске тяжелых отливок из серого и высокопрочного чугуна. Купянск является важным железнодорожным и автомобильным узлом Харьковской области. Город имеет стратегическое значение, поскольку расположен вблизи границы с Россией. Так Купянск жил и работал все эти годы, пока в 2022 году был оккупирован временно российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженные силы Украины освободили город в сентябре того же года. Однако постоянные обстрелы продолжают наносить ущерб историческим зданиям и инфраструктуре. Среди разрушений оказались не только современные объекты, но здания с многовековой историей. Исторические постройки, пережившие времена империи и мировые войны, становятся мишенью для российских обстрелов. Одной из самых больших потерь для Купянска стало разрушение кафедрального собора, освященного в 1822 году. Собор просуществовал до 1932 года, когда под давлением религиозных притеснений был уничтожен. Однако еще до 2022 года остатки зданий, построенных параллельно с собором, использовались горожанами. Российские обстрелы добили исторический комплекс, оставив его части в руинах. Другим важным архитектурным памятником были два здания-близнецы, разрушенные во время обстрелов 2023 года. Эти дома, которые в прошлом использовались в качестве гостиницы для гостей и трапезной, отличались красиво оформленными фасадами. Обстрелы нанесли серьезный ущерб. Стены и крыши этих зданий были разрушены, а декоративные элементы, которые ранее были выделены краской белого цвета, исчезли в результате разрушений. Не обошли обстрелы и дом священника, построенный в 1860 году. Известный своим архитектурным изяществом, он служил образовательному учреждению после закрытия Покровского собора. С 2018 года в здании работал инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. Этот объект также стал жертвой обстрелов, не только повредивших здания, но и уничтоживших инфраструктуру, которая была важна для местных жителей. Не менее важным объектом для города был кинотеатр, который имел большое значение для местного общества. В 2016 году он получил грант на создание хаба – Центра для внутренне перемещенных лиц, что стало бы важной социальной платформой для жителей города. Кинотеатр после реставрации должен был стать местом для общения и развития, но обстрелы и война помешали этому проекту. Духовное училище, основанное в Купянске в 1819 году, было важной частью духовного и культурного наследия города. Построенное в стиле неоклассицизма училище имело впечатляющий вид благодаря колонным аркадам и асимметричному фасаду. В годы Второй мировой войны здание использовалось как склад, а после войны было переоборудовано под кинотеатр. Однако в результате последних обстрелов помещение сильно пострадало. 25 апреля 2023 года российским ракетным ударом был разрушен краеведческий музей. Во время удара в здании находился пункт выдачи гуманитарной помощи. Погибли директор музея Ирина Осадчая, а также сотрудница музея, которые готовили коллекцию к эвакуации. Музей был основан в 1972 году и размещался в здании второй половины XIX века. Это было двухэтажное здание, которое располагалось на крутом склоне. Из-за этого склона здание выглядело одноэтажным и имело вход, по сути, со второго этажа.
У входа в музей можно было увидеть старинные дальнозарядные пушки. Коллекция Купенского краеведческого музея насчитывала более 1000 предметов. Наиболее ценные из них были эвакуированы. В 2014-2015 годах в музее был проведен капитальный ремонт. Его экспозиции и фонды находились в хорошем состоянии. Здесь также хранились многочисленные экспонаты, связанные с историей города. Однако в результате обстрелов российскими войсками здание было разрушено. У этих архитектурных памятников минимальные шансы на восстановление в прежнем виде. Большинство зданий пострадали настолько, что восстановление их первоначального вида почти невозможно. К сожалению, многие архитектурные объекты останутся только в архивных фото и воспоминаниях местных жителей. Символом города Купянск является памятник Байбаку. Этот степной сурок изображен на гербе города, что символизирует вольнолюбивый и добродушный характер его жителей. Памятник был установлен в 2014 году ко дню города. В 2024 году львовяне подарили Купянску новую скульптуру Байбака, изготовленную из карпатской ели, как символ стойкости и несокрушимости города. Есть и интересные факты, связанные с городом Купянск. Например, в фильме «Баллада о солдате» есть эпизод, в котором звучит голос Левитана, который в радиосообщении говорит о городе, употребляя неправильное ударение. Советские войска освободили город Купянск. Словарь имен собственных дает однозначную трактовку ударению в названии города на русском языке Купянск. Для украинского языка также нормативным является ударение на первом слоге Куп'янск. В российском сериале «Карамболь» упоминается Купянск в искаженном виде – Круп'янск. Действие происходит недалеко от Купянска в селе на берегу Оскола. До полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Купянская агломерация с населением свыше 55 тысяч человек входила в число крупнейших в Харьковской области. Город был захвачен российскими войсками в самом начале вторжения, в феврале 2022 года. Город играл ключевую роль в военном снабжении, в частности, через него перебрасывались войска и грузы с территории Белгородской области для российской группировки, действовавшей под Изюмом. Однако в сентябре 2022 года вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление, освободили Купянск, вынудили изюмскую группировку к отходу и отбросили российские части далеко на восток за реку Оскол. Тем не менее, к осени 2024 года российской армии удалось подойти к Купянску на угрожающее расстояние. Город подвергается постоянным обстрелам и разрушениям. Большинство жителей покинуло его еще до распоряжения об эвакуации. Начальник Купянской военной администрации сообщил, что на сегодня Купянск разрушен или поврежден на 95%. Но в то же время примерно 30% города остается с электроснабжением, 40% с централизованным водоснабжением, а 70% с газоснабжением. В городе до сих пор проживают 1375 гражданских жителей, а в Громаде – 2500.